Всем героям большой-большой привет! Сегодня с вами подробно рассмотрим кузницу, разберем основные моменты. От себя скажу, какие оружия лучше прокачивать и что прокачивать в первую очередь. И какие-то нюансы вам обязательно подсвечу по этому моменту. Что нужно понимать в кузнице? Во-первых, часто задают вопрос о том, что распространяется ли вот эта зеленая клеточка, то есть третий уровень кузницы, третья звездочка, распространяется ли она на все, либо же она идет на что-то конкретное. Вот это вот внизу надпись в виде «все оружие» немножко смущает новеньких игроков, поэтому отвечаем сразу. Это распространяется на всех абсолютно героев, персонажей, то есть это глобальное усиление идет в целом на весь ваш профиль. То есть если здесь у нас написано плюс 5% к шансу критического урона, то это значит, что к нашим характеристикам вот этот процент, он добавляется абсолютно ко всем. То есть не на кого-то там определенного, не только на копье лотоса, а именно на все, что вот вообще в целом у нас есть. И это нам с вами, в принципе, и нужно использовать именно здесь, именно в кузнице. То есть это такая второстепенная, дополнительная возможность усилить свой игровой профиль за счет вот этих всех глобальных усилений. Все глобальные усиления делятся, можно сказать, на две части. То есть есть глобальные усиления, которые стоит поставить в приоритет. Есть глобальные усиления, которые не нуждаются в острой прокачке. То есть нету прям такой вот четкой необходимости в том, чтобы это делать. Но все равно в любом случае в этой игре в принципе нет чего-то такого неважного. Поэтому для себя можно, вот чтобы не заморачиваться, можно просто поделить на две части. То есть буду качать в ближайшее время, стараться открыть там, сливать супер жетоны на это, и не буду. Значит, у нас с вами с самого начала идут открытые идут основные вот эти вот оружия, которые у нас идут вот у каждого. То есть по первой у нас открыто все именно вот в таком вот ключе. То есть у нас от арбалета и до вот этих вот ядовитых дротиков. Все вот эти вот пушки, вот эти вот все пушки, мы их с вами не качаем за супер жетоны ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, как бы нам сильно этого не хотелось. Да, может быть, есть какие-то исключения, где вам это очень нужно. Там я могу понять, например, это будет либо вот эта палка, либо вот эта палка, которые нам будут с вами помогать проходить кошмар и какие-то другие там сложные режимы. Но опять же, эта инвестиция будет, скажем так, не совсем оправданной, потому что мы с вами знаем, что основными методами, скажем так, которыми мы с вами можем прокачать оружие в кузнице, это у нас является арена в первую очередь. Также у нас идет магазин PvP, в котором мы с вами можем что-то купить. То есть мы вот, допустим, заходим в схватку героев, да, потом куда? Заходим на кнопочку обменять, спускаемся вниз. И вот мы с вами видим, что вот мы можем купить вот сейчас для фракции вот этой вот связанной с природой, плюс мы можем купить цепную молнию, арбалет, аура, но это будет глупо, если мы это будем покупать. Плюс здесь периодически выпадают какие-то пушки такие донатные, которые, допустим, у нас либо уже открыты, либо пока еще не открыты. И вот самым лучшим вложением в магазине в PvP это будет покупка именно жетонов на то, чтобы улучшить именно те пушки, которые мы открываем с вами в процессе. Но опять же не все. Если, допустим, у нас, к примеру, есть, ну вот, скажем, дымовая граната. Если мы зайдем в кузницу, то мы с вами видим, уклонение у нас добавляется плюс 10.
Будет ли для нас это супер прям максимально эффективно, чтобы вот ставить, допустим, открытую гранату и прокачку кузницы в приоритет? Ну, я думаю, что нет, потому что есть, как и сказал ранее, можно поделить все на две части, да, то есть то, что мы хотим прокачивать, то, что нам нужно прокачивать обязательно, то есть это все, что связано с уроном, это все, что идет на повышение, там, перезарядка, например, или дополнительные вот эти статус-эффекты, которые урон по замедленным, по замороженным и так далее. Вот, все, что связано с уроном, это все мы обязательно с вами прокачиваем вот в первую очередь, потому что много урона не бывает. Вот эти множители, они в совокупе будут потом, в принципе, неплохо влиять на открытые глобальные усиления от персонажей, да, которые мы с вами получаем на 50-м, 70-м, 120-й. И, как в свое время подчеркнул Спуди, самая главная глобалка — это 160 уровень, где плюс 100% к урону нам добавляется. Но, соответственно, вот эти множители, они будут добавлять еще больший вес к каждой уже открытой и к той, которая будет открыто глобальное усиление. То есть, соответственно, наша с вами задача все подсветить именно под урон. Но и про вот эти вот тоже не стоит забывать. Их мы с вами прокачаем с помощью арены. Они у нас выпадают стабильно каждые 2 недели, да. То есть каждые 2 недели выпадает что-то вот из этого списка, первые 2 ряда, плюс 3 клеточки от 3-го ряда сверху. И каждые 2 недели нам выпадает что-то из вот этого большого количества вот этих клеточек. Вот это все внизу, то, что именно идет, ну да, тут в принципе можно отметить, что это просто оружие, это оружие именно героев. То есть оружие героев, оно прокачивается немножко сложнее, потому что все, что вот здесь, основные вот эти пушки, да, мы их с вами намного быстрее прокачаем, потому что, ну, ответ простой, они просто чаще падают. Поэтому у меня прокачанность что-то там на 3, что-то большая часть на 4 звезды, есть уже даже 5 звезд. И вот здесь внизу вот эти палочки, которые у меня открыты, которые вот клык, рогатка, копье, они у меня доведены до 3 звезд. Ну, опять же, вот эти вот палки, их тяжелее качнуть. Вот сейчас, например, есть события на ассасина, на ворона, граната, есть и также вот клык можно здесь открыть. И в событии есть возможность купить жетоны клыка. Это будет, в принципе, хорошей инвестицией, но, на мой взгляд, есть задачи, которые нужно решить попервой. То есть, о чем это вообще хочу сказать вам. Вот, допустим, есть у меня какое-либо открытое оружие, но прокачки нет абсолютно. Если я сейчас прокачаю клык, ну да, возможно, я стану посильнее, и мне будет легче играть с клыком, потому что там появится 3 клыка, там еще какое-то усиление добавляется, по-моему, там кинжал вонзается кому-то там во что-то, и при вытаскивании, когда он вылетает, там происходит какой-то взрыв, бум, кровище и так далее. Вот. Но если я сейчас, к примеру, возьму и не куплю вот эти жетоны, а потрачусь на суперы, а суперы мы с вами знаем, это универсальная валюта в кузнице, то у меня уже, в принципе, появится возможность что-либо докупить из глобальных усилений. И, в принципе, неплохим вариантом в моей ситуации будет открытие именно вот этого скилла, точнее, извиняюсь, вот этого глобального усиления. У нас с вами в талантах есть раздел зелененький, это вот эти вот повышенные уроны по, ну, грубо говоря, статус эффекта, да, то есть повышенный урон по статус эффектам, то есть это горение, отравление, оглушение, замедление, вот, и заморозка, естественно, и, соответственно, все это прокачано. Но также есть статус эффект
который не прокачивается талантами. Как раз таки это кровоток и есть. В принципе, мне это нужно. Ассасин должен стать чуточку сильнее, то есть должно быть полегче в этом плане, должно быть побольше урона именно от него, если я там за него в каких-то режимах очень часто играю. Да и вообще, в принципе, у нас же не только ассасин играет именно с кровотоком, да. Там это и оборотень есть, может быть, кто-то еще сейчас вот так вот сразу на ум никто не приходит. Ну, тот же самый вождь, за вождя пока особо не играю, но пока смысла нет, надо прокачивать. Это действительно так. Ну, по вождю, кстати, там вообще отдельная тема будет. Вот. Ну и соответственно, то есть есть возможность взять суперы, есть возможность эти суперы накопить, ну и можно что-то из этого прокачать. То есть куча оружий, которые нужно довести до 3 звезд. И только потом уже можно будет развлекаться и прокачивать суперами то, что нам хотелось бы прокачать. То есть однозначно вот этот ряд смысла нет никакого трогать. Стоит уделить внимание тому, чтобы прокачивать вот эти вот ряды, если они у вас есть, и то не все. Ну, например, фонарь, дымовая граната, это в принципе не самые приоритетные пушки. Карамелька вот у меня открыта, но как-то вот она мне с самого начала не зашла, не понравилась. Ну, скорее всего, просто нужна прокачка. Тут, в принципе, потом уже, когда более-менее понимание пришло ко всему, уже потом понял, что, ну, скорее всего, да, скорее всего, нужно ее будет обязательно прокачивать, потому что глобальное усиление есть. И вот как-то вот с зимних времен я ее назад на полку убрал, и все. И вот не достаю, не трогаю, думаю, ладно, пусть пока лежит, не прокачанная, потому что, ну, бесполезно это пока. Ну, тем более есть неплохая альтернатива в виде рогатки, клыка, копья, там те же молнии, бомбы. Вот, поэтому, в принципе, прокачка вот этих всех рядов будет неплохим вариантом. Что же здесь? Здесь оружий много, плюс они у нас еще добавляются, и соответственно, можно очень легко запутаться, нужно сделать что-то не то. Ну, к примеру, вот вот так делать не стоит. Долго искал, не мог глазами найти. Это у нас кремниевые пистолеты. 5 звезд у меня прокачано, но не потому, что я супер жетоны на это потратил, просто потому, что вот, по-моему, пару раз на нее была арена, из календаря там что-то выпадало, и, в принципе, мне этого хватило для того, чтобы все это прокачать, плюс еще вот 800 осталось. Ну, не стоит тратить на это суперы однозначно. В любом случае, если даже вы в чем-то сомневаетесь, то вы всегда можете обратиться в чат. Вы можете обратиться в чат, прежде чем это сделать, и написать, задать такой вопрос. Ребят, у меня есть такое-то количество суперов, я могу прокачать вот такого-то героя. Ну, к примеру, вы зайдете, скажете, паладина стоит прокачивать. Вам однозначно скажут нет, потому что вас отправят в магазин гильдии, скажут, лучше покупать там, чтобы докачать его там до глобального усиления, и все, и выше его не трогать, потому что вообще в этом смысла никакого нет, потому что мы его прокачали до глобального усиления, убрали его на полку, и все, мы в принципе больше его не трогаем. Также вы можете обратиться с таким вопросом, как вот, стоит ли прокачивать тайного мага за те же самые супер жетоны. Вам также скажут, нет, не нужно, за этого персонажа мы не играем, мы используем других персонажей, есть куча других вариантов для того, чтобы прокачать что-либо, поэтому лучше приберечь супер жетоны. Но от себя еще хочу подсветить один такой важный ключевой момент. Однозначно, в любом случае какой-то из персонажей у вас должен быть открыт с кузницей в 5 звезд. Это даже не обсуждается. Кто-то вам может сказать, что не стоит этого делать, это ошибка. Кто-то вам скажет, что не нужно спешить.
Но в любом случае мы здесь с вами зачем? Мы с вами здесь за эмоциями. Кто-то за результатами, кто-то чего-то хочет достичь. Вот если вы хотите играть в наслаждение и действительно получать от этого удовольствие, то стоит дождаться какого-либо открытого персонажа, хорошенько его изучить, в какой-то степени, может быть, даже влюбиться в этого персонажа. То есть, одним словом, сделать из него для себя мейна. Пусть это будет на какое-то время, но если мы его с вами прокачаем полностью в кузнице, то, соответственно, мы уже с вами раскроем полностью его потенциал и все преимущества будем ощущать. И неважно, кто это. В принципе, тут все будет ограничено только тем, кого вы откроете, соответственно, в свое время и кого вы прокачаете. Ну, в любом случае, кто-то, да, действительно скажет, что это будет ошибка, вот зря прокачал, но для вас это будут эмоции. В первую очередь это будут эмоции, это будет наслаждение, удовольствие и так далее. Поэтому, если вы это сделали, и кто-то вам говорит, что сделали фигню, прям смело внутри себя можете посылать куда подальше. Вы сделали это потому, что вы это захотели, потому что вам это нравилось, и в принципе ничего в этом критичного нет. Потолок есть, выше 5 звезд вы все равно не качнете. Да, может быть, в какой-то степени будет обидно, что вы потратили там лишнее количество супер жетонов, которые можно было спустить на другие глобальные усиления. Но в целом ничего в этом критичного нет. Поэтому обязательно нужно это сделать. И если вы сомневаетесь, и у вас прям руки чешутся, и вы не можете этого сделать, ну, постарайтесь там, приложитесь. Потому что в любом случае из-за этого персонажа, которого вы прокачаете, вам удобно будет закрывать кампанию, то есть делать 390-390. Ну, удобнее, комфортнее, да, то есть вам полегче будет, кто бы это ни был. В любом случае, для вас это будет плюсом. Вы будете хорошо понимать этого персонажа, у вас не будет никаких проблем, потому что, в принципе, дождаться арену именно на вашего любимого персонажа очень тяжело. Есть какие-то персонажи, на которые арены в принципе ни разу не запускались. Поэтому тут стоит учитывать тот момент, что должно пройти неимоверное количество времени на то, чтобы, к примеру, выпал вот, да на любого ткните вот магические диски, да, вот эти хронодиски. Должна просто куча времени пройти, чтобы они повторились дважды. И вообще в целом, чтобы вот это вот выпало на арену. Что еще хотелось бы подсветить на арене? Жалко, сейчас она у нас закрыта. Очень жалко. Ну, там, в принципе, сложного ничего нет. По максимуму стараемся пройти сложный уровень. Если у нас открыт он, естественно. Мы помним, что в любой момент, если на сложном мы застряли, мы с вами можем перескочить на левую сторону, более легкую, и уже продолжать там. В любом случае нам это будет только в плюс. И опять же, мы всегда с вами можем посмотреть по событиям. Вот у нас на этой неделе будет арена на арбалет. Арбалет у меня, вот просто давайте на пример. У меня он уже прокачан на 3 звезды, то есть глобальное усиление есть. Я перескочу на правую сторону и буду выбирать из того, что есть там. Там предлагают обычно всякую ерунду, но в целом, если есть что-то более полезное, то я выберу что-то более полезное, что мне потом в будущем может пригодиться либо для более комфортной игры на каком-то из персонажей, который мне там может нравиться, может я хочу это сделать, либо я выберу то, что у меня не открыто в глобальных усилениях, и я буду выбирать именно ту награду, которая мне поможет это глобальное усиление открыть. Так, ну, я думаю, что в целом, наверное, стоит закругляться. Как обычно, получился такой долгий-долгий монолог. Всем огромное спасибо, кто прислушивается, кто смотрит все, изучает вместе со мной, познает какие-то новые штуки интересные в игре. Стараемся, развиваемся вместе с вами, растем и так далее. Всем огромное спасибо за поддержку.
оставляйте ваши реакции, там огонечки, можете пальцы вниз ставить. Всем пока, всем спасибо, до новых встреч.